Всем салют, вы на канале Где Маклюшка Чувак. Наконец-то вышла действительно интересная новость по КХЛ, которую очень хочется с вами обсудить. Не знаю, как ее назвать, либо увольнение Заворухина из Трактора за бронзовые медали, или же Трактор подписал тренера чемпиона мира. Вообще-то без разницы, главное то, что эта новость повергла многих людей в шок, в том числе и меня. Мои первые мысли были такие: я правильно понимаю, что Трактор уволил тренера, который принес им бронзовые медали КХЛ и назначил какого-то неизвестного дяденьку из Канады? Все ли так однозначно? Давайте прямо сейчас разбираться. Но вначале у меня к вам небольшая просьба подписаться на наш телеграм-канал, ссылка в описании, где каждый день выходит максимально оперативная информация, какие-то мои рассуждения, интересные викторины и опросы на тему хоккея. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь. Спасибо. Начинаем с истории, как Заворухин пришел к тому, чтобы возглавить Трактор. Алексей Заворухин – бывший профессиональный хоккеист. Я думаю, вы его должны помнить по играм за Спартак, Нефтехимик, Автомобилист и, конечно же, за сам Трактор, чьим воспитанником он и является. В качестве игрока Алексей Заворухин практически всю свою профессиональную карьеру провел в Челябинске. В сумме за Трактор он сыграл 12 сезонов и 549 матчей, в которых он набрал 204 очка, забросив 98 шайб и отдав 106 голевых передач, при показателе полезности плюс 50. По количеству сыгранных матчей за черно-белых Заворухин занимает вообще 8 место за 75-летнюю историю клуба. Завершив игровую карьеру, Алексей вошел в тренерский штаб молодежной команды Трактора. В качестве ассистента в сезоне 2017-18 стал обладателем бронзовых медалей МХЛ. В мае 2019 года Заворухин возглавил тренерский штаб Белых Медведей, с которыми дважды преодолел планку первого раунда Кубка Харламова. В межсезоне 2021 Алексей Заворухин вошел в тренерский штаб Трактора, где под руководством Анвара Гатиатуллина занимал должность тренера-аналитика. Вместе с черно-белыми наставник выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ 2022 года. Сезон же 22-23 Заворухин провел уже в московском Спартаке в роли ассистента главного тренера, а в нескольких играх руководил красно-белыми в качестве исполняющего обязанности. В межсезоне 23 года Челябинск вернулся в Трактор, где вошел в основной обновленный штаб Анвара Гатиатуллина. 4 октября Алексей Заворухин был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а затем и просто главным тренером черно-белых. Трактор при Заворухине сразу же начал играть очень мощно, выдав отличную серию из 5 побед. Видно было, что Алексей зарядил команду именно ментально. Они были настроены грызть лед в каждом моменте. Весь отрезок при Заворухине был очень и очень стабильным. Трактор все время двигался где-то в середине Восточной конференции, заблаговременно вышел в плей-офф и в итоге занял свое заслуженное 6-е место. Но все самое интересное, конечно же, началось в плей-офф, когда Трактор, на который ставили далеко не многие, сначала закрыл Грозный Салават, затем разобрался 4-0 с Динамо, которые, между прочим, выиграли Западную конференцию и были одними из главных фаворитов на кубок. Тогда, я думаю, точно многие были готовы носить Алексея на руках, но вот наступил полуфинал, травма Зака Фукали, и команда просто рассыпалась. Я вообще не видел команду на площадке, и вместе с тем, что Локомотив был, конечно, очень силен, все это вкупе отбило у Трактора желание биться за каждую шайбу. Они даже перестали верить в самих себя. Мне, по крайней мере, вот показалось именно так. А ведь как раз во многом благодаря этому они прошли первые 2 серии. После поражения 0-4 от Лока у болельщиков были примерно такие мысли: вроде круто, неплохой сезон, к тому же мы рассчитывали точно на меньшее, но ведь могли зацепиться за финал. Почему так без зубов сыграли с Лока? Как будто тренерская вина определенно есть. Эмоций тупо не хватило. Мы, наверное, никогда уже не узнаем, что было бы, если бы Заворухин взял все-таки кубок. Но что-то мне подсказывает, что переговоры с североамериканскими специалистами с осени и не прекращались.
и Заворухина использовали именно как затычку. После такого плей-офф у руководства челябинцев, которые очень хотели выиграть кубок, было два пути. Довериться своему в доску парню, поверить, что Заворухин выжил еще не все соки из команды, что они способны на больше. Поверить в то, что он сможет прогрессировать вместе с игроками и что у него есть какой-то план. Либо второй вариант — это уже не отступать от своих идей и планов по приглашению иностранных специалистов и убрать Алексея из команды. Челябинск выбрал именно второй вариант. Но есть небольшие нестыковки. 8 января Иван Савин, тот самый генеральный директор челябинцев, заявлял следующее: даже прохождение первого раунда будет недостаточно для того, чтобы твердо сказать, что Алексей Заворухин останется главным тренером. Он об этом знает, его задача пройти 2 раунда плей-офф. А вот это уже очень интересно, неужели это были просто слова, чтобы как-то замотивировать Алексея, и решение наверху уже было принято даже на тот момент? Остается, честно, только догадываться. И вот 6 мая выходит новость с интересным названием, но оно мне понравилось. Трактор встал на канадские гусеницы. Я начинаю вчитываться. Главным тренером трактора назначен Бенуа Гру, а Заворухину предложена должность главного тренера в Челмете из ВХЛ. От этого предложения Алексей, конечно же, позже отказался. Давайте разбираться, кто же такой Бенуа и чем он заслужил это назначение. Это североамериканский тренер, который 7 лет отработал в АХЛ, ничего он там не выиграл, выходил в финал и был участником матча всех звезд. А главное его достижение — это золото на молодежном чемпионате мира 2015 года. В финале обыграли они, кстати, сборную России. Что интересно, в том финале за сборную Канады играл Зак Фукаля. Ну и вообще большая часть тренерской карьеры Бенуа ассоциируется с молодежью. Начинал канадский тренер в юниорской лиге Квебека, где провел 14 сезонов. За это время вместе с Гатино Гру брал 3 чемпионских титула. Там же он тренировал нескольких известных хоккеистов из НХЛ: Клода Жиру, Давида Крейчи, Макса Тальбо. Ген-менеджер Тампы Жюльен Брисбуа не раз отмечал способности Гру, советовался с ним о приобретениях в основу и уверял, что когда-нибудь тренер обязательно окажется в НХЛ. Пока с главной американской лигой не складывается, Гру попробует себя в КХЛ. Бенуа выстраивает строгую систему и больше играет от обороны, но при этом дает свободу ярким игрокам. Опыт работы на юниорском уровне говорит о том, что Гру умеет развивать молодежь. Для трактора, в составе которого достаточно воспитанников и молодых игроков, это, я думаю, крайне важно. Вот какие я считаю итоги. Бенуа отличный вариант, у мужика огромный опыт работы с молодежью, и в следующем году следует ожидать, что в тракторе раскроется несколько молодых звездочек. Честно, будет очень интересно наблюдать за челябинцами, все-таки редко к нам приезжают тренеры такого уровня, а оценивать это назначение пока преждевременно. Для Алексея же Заворухина сейчас открыты все пути. Вполне возможно, что он получит предложение от других клубов КХЛ. Может, мы вообще увидим тандем братьев Заворухиных в Автомобилисте. Не знаю, согласится же Алексей быть вторым. Вот таким получился наш видеоролик. Большое спасибо, что вы его досмотрели. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Также на Telegram, ссылка в описании, в комментариях. Переходите, подписывайтесь и посмотрите другие видео на этом канале. Спасибо еще раз за просмотр и всем больше хоккея. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну хотя осуждаю.